Всем привет, друзья! Мы снимаем этот массаж уже второй раз. В первый раз в соседнем помещении начались какие-то занятия по танцам, и звук был испорчен. Но мастер очень хотел сделать с нами видео, поэтому мы приехали к ней домой, в Московскую область. Пойдемте быстрее, а то очень холодно на улице. Она снимается, снимает. Да. Здравствуйте, дорогие мои. Я Ольга Анаева, массажист, реабилитолог. В своей профессии я уже более 30 лет и часто читаю семинары на эту тему. Так что можете приезжать ко мне. Мы находимся в Москве. Сегодня мы будем делать шейно-воротниковую зону и голову пациенту. Все, посмотрим. У моего пациента плоско вогнутая спина, позвоночник проваливается. С таким диагнозом, как у молодого человека, а у него сколиоз, начинающийся кифоз и плюс плоско вогнутая спина, да, нужно применять массаж, а не мануальные техники. Это первое, то, что я могу рекомендовать. И массаж должен быть очень глубокий, внутримышечный. Вот. И, конечно, тренировка. Вот. Все упражнения должны помогать вытащить позвоночник обратно, насколько это возможно. Это возможно, но, конечно, не на 100%. Уже так сильно вогнули позвоночник. Но в любом случае надо помогать пациенту, так как в будущем, сейчас оно его не беспокоит, а в будущем будет беспокоить. Конечно, дай бог, чтобы этого не случилось. Но да. Вот. Поэтому тренироваться обязательно надо. ЛФК. Тут без ЛФК не обойтись. Вот мы прорабатываем трапецию. У него трапеция неплохая. Немного совсем тянет. Вот она вот здесь вот. Прорабатываем хорошо трапецию. И, конечно, если я с таким пациентом работаю, естественно, я не только шейную зону захватываю, я вместе с лопаточками работаю. Отдельно просто шейный отдел я никогда не делаю. Вот. Поэтому у нас будут и лопаточки прорабатываться. Вот. Глубоко заходим, всю трапецию проминаем. Вот. Она даже похрустывает, я не знаю, слышно это, нет. Вот. Такие легкие похрустывания, они есть. Пациент сам слышит это все. Движения хоть и глубокие, но они должны быть очень, насколько возможно, мягкими. Насколько, конечно, это возможно. Потому что вообще глубокий внутримышечный – это тяжелый массаж. И пациенты, у которых проблемы, то им очень больно. Поэтому боль должна быть терпимая, стерпимая боль должна быть. Вот. Здесь уже не должно быть терпи, лежи, мы тебя лечим, такого не должно быть. И, конечно, мы работаем с нервной системой, поэтому все, что мы делаем, должно быть в пределах разумного. Поэтому мы работаем, насколько возможно, мягко и в то же время глубоко.
Но потом, когда пациент поднимется, скажет сам, на самом ли деле глубоко прорабатывалось все. Здесь как? Чувствительно? Нет? Нет. Нормально. Хорошо. Можно глубже проработать. Здесь тоже подхрустывает. Вот. Так. Захватываем. И вот за ушком все здесь прорабатываем. Вот. Где мышцы соединяются. Обязательно грудину-ключичную прорабатываем. Мягенько, хорошо. Ну, с молодым человеком работало много массажистов, поэтому это, конечно, видно. Вот, у него мышцы хорошие. Вот. Даже при том, что он очень много разных видов массажа прошел, все равно я прямо чувствую, где какие проблемы, из-за чего с позвоночником такая вот беда. Когда я осматривала пациента, то у пациента шейный отдел немножко смотрит в левую сторону. Он стоит передо мной, а ощущение, как будто он смотрит в сторону. Часто бывает такое. Вот, и значит, позвонки в шейном отделе, они немножечко скручены. Поэтому надо все тщательно проработать, все мышцы. И тогда можно вернуть положение шеи. И пациент, когда будет стоять впереди вас, шея не будет повернута в сторону. Вот. Здесь как, нормально? Да? Угу. Мы обычно не смотрим на пациента, потому что мы смотрим пальцами. У нас глаза больше в руках, в локтях и в пальцах. Поэтому, смотря на пациента, мы ничего толком не увидим. А вот так вот пальцами, конечно, нужно много рассмотреть. Вот. Пациент говорит, конечно, что ему комфортно, но есть моменты, где мне некомфортно, когда я работаю. Потом в конце, может, он скажет, как. Где-то прям плавненько, хорошо, ему приятно. А где-то есть моменты, вот прям уплотнения такие вот маленькие. Их, конечно, нужно подразбить. Подзатылочная мышца у него очень забита. Вот. Прорабатываем все. Прорабатываем все. Так вот. Это мы проработали левую сторону. Здесь нормально? Да, да. Угу. Теперь можно проработать именно вдоль позвоночника. Вот. Здесь прямо близко к позвонкам подойти невозможно. Пальчики не проходят. Это надо несколько сеансов, чтобы ему подтянуть эту мышцу, подразбить ее и немножечко растянуть, чтобы она отпустила шейку, чтобы шейка была ровненькая, красивая. Ну, это возможно все сделать. Вот. Я во время семинаров часто вот уделяю большое внимание на шейный отдел, потому что от шейного отдела зависит многое. Даже наше состояние, наша нервная система, вот, походка, позвоночник, это все шейный отдел. Ну, я уже не говорю голова, вот, давление высокое, низкое, это все шейное отдел. Поэтому не все массажисты правильно
работают шейным отделом, не все. Вот. Есть массажисты, которые вообще не знают, как это делать. Ну, можно приехать на семинар. Вот. Я это все покажу, разжую, и останется только проглотить. Я очень доступно объясняю. Вся моя команда училась у меня. Вот. Вот так вот мы прорабатываем скрупулезно каждый звонок. Но сам позвонок я не чувствую. Я его только чувствую здесь. Здесь я не чувствую. А я должна сбоку прям подхватить позвонок. Вот. И целый этот кусочек мышцы, который мне мешает. И он вот забитый и тянет. Вот здесь прям в мышце уплотнение, которое нужно немножечко, да, подразбить. Мы проработали шейку. Идем немножко по лопаточкам пройдемся. Лопаточка у пациента подвижная, хорошая. У него весь сустав двигается, это 100%, потому что я уже чувствую, как она подвижность в суставе хорошая. Вот. Ну, есть такие проблемные зоны, которые хочется немножечко подработать. Вот. Вот так вот. Очень часто на лопаточках тоже бывают уплотнения, и они такие болевые, такие неприятные ощущения пациенту дают, поэтому нужно всю лопаточку прорабатывать и полностью ее все посмотреть вот, со всех сторон. Мне однажды одна девочка пришла, и когда она легла, она положила руки вдоль тела, и я говорю: ты можешь руки приподнять? Вот лечь примерно так. Она говорит: а зачем? Я говорю: ну я хочу поработать, потому что мне нужно кое-что посмотреть, там лопаточки. Вот она говорит: ну обычно на массаже руки вдоль тела. Я говорю: ну, может быть, на обычном массаже руки вдоль тела, хотя я этого не понимаю. Там может быть как руки вдоль тела, может быть, рука завернута за спинку. Смотри, что мы делаем. Вот. И когда руки вот в таком положении, конечно, можно многое вот проработать в области лопаточек. Поэтому, конечно, когда такие пациенты приходят, нужно объяснять, чтобы люди понимали, как это, зачем это, почему. Вот. Я всегда объясняю своим пациентам, что с ними не так, вот, что мы можем сделать, как мы можем проработать. Вот. Очень много разных пациентов с паническими атаками к нам приезжают. У меня девочка приезжала из Америки, Юлечка. Вот. И она, когда приехала, она говорит: у меня ребенку полгодика, я полгода не сплю. Вот я работала с таким пациентом. Вот. Нормально? Да? После нескольких сеансов, конечно, она у меня спала как младенец. Вот. На наших сеансах обычно люди не спят. Отдыхать, ну, на лечебном массаже навряд ли. Вот, потому что прорабатываются такие болезненные зоны. Но если мы делаем релакс плюс лечебный, тогда да. Тогда
люди и поспят, и отдохнут. Тогда мы можем лечить нервную систему человека. Во время лечебного, конечно, мы стараемся разговаривать и забалтывать боль, как я называю это, забалтывать боль пациента. Так, ну нам сегодня повезло, у нас у пациента ничего не болит. Ему вообще все равно, по-моему. Он молодой, жизнерадостный, столько энергии. Прям. Ну, пошли на правую сторону. Устал? Давай вот так голову сделаем, да. Я пока здесь поработаю, а ты немножечко полежи. Отдохни. Здесь уже эта сторона помягче, получше. Трапеция вообще классная. Вот. Тоже есть маленькие хрусты, но незначительные. Сразу пойдем на лопаточку, потому что здесь эта сторона не такая забитая, как левая сторона пациента. Поэтому работаем так. Вот. Хорошо. Вот так вот. А теперь голову в ту сторону. Вот так, да? Угу. Хорошо. Отлично. Здесь я могу достать сосцевидную мышцу. Вот. Она тоже немножечко тянет. Я в любом положении могу работать, потому что у меня большой опыт, и я работаю от нуля. Это детки, которые только родились, поэтому там ты не можешь положить ребенка так, как тебе надо. Вот. И уже привычка. Как бы пациент ни лежал, мы можем подлезть вот, в любую зону. И любую зону отработать. Ну, я думаю, что это все профессионалы должны уметь. Вот. Самое главное, чтобы нашим пациентам было удобно. Вот. Теперь чуть-чуть полежи на, как я тебя положила, вот так. Молодец. Вот. Здесь тоже есть какая-то легкая забитость вдоль позвоночника. Вот она идет. Но в любом случае чуть меньше, чем с левой стороны. Вот. Поэтому и голова немножко повернута влево. Вот. Так, прорабатываем тщательно, аккуратненько, глубоко. Нормально? Угу. Вот. Держим голову и прорабатываем всю подзатылочную мышцу. Вот. Можно глубоко прям просунуть пальчики. В идеале они просовываются. Если у человека проблемы, у молодого человека несерьезные проблемы с шейным отделе. Есть вот намного хуже, где вообще невозможно ущипнуть, вот как-то подтянуть мышцу, не двигается кожа. У молодого человека, конечно, такого нет. Поэтому работать не так сложно. И сразу на первом сеансе все видно. Мы видим пальчиками всю картину. Очень часто приходится прям работать 5-6 сеансов, чтобы немножечко подразбить верхний слой, чтобы немножко увидеть, что там внутри.
Вот. Здесь все видно сразу. Вот. Проработали. И теперь можно потихонечку уходить на голову. Вот. Когда отрабатываем голову, то обязательно не забываем шейку. Шейку, да, и ушки. Вот. Поэтому, если человек пришел только на массаж головы, то шея, конечно, обязательно прорабатывается. Вот. И видите, я потихонечку ухожу на голову, а сама все равно возвращаюсь на шейный отдел. Вот. Вот, прорабатываем вокруг ушка. Ушко холодненькое. Вот, аккуратненько, мягенько. И опять. В основном все движения вот вниз. Наверх мы обычно не работаем. Все движения вот так вниз. Вот. Тоже очень хорошо круговые движения, когда мы прорабатываем голову. Прежде чем проработать голову, мы сначала должны полностью голову просмотреть. Вот сейчас я ему просматриваю голову и смотрю, если есть моменты, которые мне не нравятся, какие-то уплотнения, где-то кожа не двигается, где-то может быть болезненное ощущение у человека, то, конечно, я буду акцентировать именно на этом месте. Сейчас я просмотрю все. Комфортно? Да, да. Угу. Пациент ровший, ему все комфортно. Угу. Очень мне нравится. Так, работать с такими пациентами. Ну, что я могу сказать? Что мне не нравится в том, что я вижу? Кожа головы не очень хорошо двигается. Хочется, чтобы прям она... И хочется прям, чтобы, да, промассировать поглубже, чтобы прям хорошо ходила ходуном кожа головы. Вот. Тогда пациент будет лучше высыпаться. Вот. Потому что молодой организм нужно, чтобы не так, что вроде спит, а все равно какая-то усталость. А когда мы хорошо прорабатываем голову, человек очень хорошо высыпается. Он может 15 минут отдохнуть и выспаться. Поэтому голова прорабатывается очень глубоко. Это можно делать медленно, это можно делать быстро. Вообще по классике считается, что чем медленнее, тем лучше. Мы работаем по-разному. Больно? Не. Просто поправился. Мы работаем по-разному. Мы работаем и быстро, и медленно. Вот. Смотря какие проблемы у нашего пациента. Вот. Вообще тебе нравится, когда голову делают тебе? Да, больше всего. Больше всего. Видите, как хорошо. Вот. Уже сами специалисты должны чувствовать, что хочется пациенту, потому что лечебный массаж, он немножко болючий, поэтому, когда делаешь ту часть, которая нравится пациенту, пациент прям забывает про боль, выходит, и прям такое блаженство в глазах. Вот. Но есть люди, которые вообще не любят, когда их трогают. Вот. Волосистую часть головы. Прям. Таких, конечно, мало, но есть такие. Вот. Мы промассировали все. А теперь можно такие легкие ударные
Они очень мне нравятся. Ну и пациентам тоже. Вот так вот аккуратненько, тихонечко. Мы отбиваем сначала пальчиками. Вот. Отбивать можно везде. Ударных очень много вариантов. Многие массажисты вообще не применяют ударные техники. Вообще плохо. Плохо. Ударные техники, они обязательно нужны даже обычным массажистам, которые работают по классике. Вот. Смотрите, какая прелесть. Это можно делать под музыку, это можно прям шаманить. Вот. Особенно, когда делаешь релакс. Многие пациенты приходят и говорят, я был на релаксе, мне не понравилось, меня погладили. Ну, я говорю, вы у нас не были на релаксе. Приходите к нам, и вы поймете, что такое релакс. Вот. Теперь можно вот поглубже. Нормально? Да. Угу. Вот так вот. Нет ощущения, что голова хочет заболеть? Нет. Что бы вы ни делали, вы должны изначально к пациенту относиться как к ребенку. Как к своему ребенку. Ребенку может быть 75 лет, ребенку может быть 15 лет, 2 месяца, неважно. Это ваш ребенок. И тогда вы сделаете такое с ним, что ваш пациент никогда не забудет ваши руки. Вот. Можно еще поглубже бить, посильнее. Но мы сегодня не будем, у нас такой цели нету. Вот. Я когда была маленькая, мне было года 4-5, я делала маме массаж ног, стоп. У меня всегда горели стопы. Я могла 40 минут сидеть и просто работать с ее стопами. И, конечно, голова. Голова — это вообще был конек маленького ребенка. Я все время сидела по 40, по 50 минут могла спокойно сидеть и отрабатывать голову. Моей маме говорили, что руки волшебные. Я не знаю. Я так не думаю. Просто, наверное, кому что дано. Я всегда от массажа убегала. Мне было стыдно, я никогда не хотела быть массажистом, тем более реабилитологом. В наше время это не ценилось. С годами я поняла, что вся моя жизнь в этом. Что бы вы ни делали, никакие легкие какие-то поглаживающие движения не должны быть. Если ты гладишь, то ты должен гладить. Чтобы у человека не было такого чувства, что ой, меня там погладили. Гладить тоже можно глубоко, хорошо. Вот. Нормально? Мгм. Вот и все. И напоследок вот. И в самом конце можно аккуратно потянуть шейку. Вот так вот. Вот так вот, аккуратненько. Вот так вот. Можно потянуть вот так вот. Тоже очень аккуратно, нежненько.
Все. Походу, мы его усыпили. А после массажа у нас тут вот такое застолье небольшое. А еще тут есть... Еще... тихо. А еще тут есть... Вот такая хаски. Кира. Хед-массаж? Да. Массаж головы для собак. Нравится. Она очень любит, она очень любит. Она говорит, ухо не трогай, голову трогай. Ухо трогать нельзя. Ну все, релакс, релакс.